Всем привет! Меня зовут Татьяна, и сегодня я предлагаю вам связать вместе со мной вот такого ежика. Он такой приятный на ощупь получается, и думаю, что многим понравится. Этот ежик у меня связан, здесь, конечно же, плюшевая пряжа, связан он петельками, и основа игрушки это мордочка, лапки, ушки. Связаны из пряжи 50% шерсти и 50% высокообъемного акрила. И вязала я его крючком номер 3. Вот, судя по моей руке, можете судить, какой он получился размером. Сегодня я хочу связать ежика вот из такой пряжи. Чтобы меня не обвинили в рекламе, я не говорю, что это за пряжа, но думаю, что многие могут ее знать. Здесь состав 55% хлопка, 45% полиакрила. И вязать я сегодня буду крючком номер 2. Вот для примера я связала ножку. И вот смотрите. Вот такая ножка у меня получилась из этой пряжи крючком номер 2. Уже ежик у меня будет поменьше. Что нам понадобится для вязания? Конечно же, нам понадобится крючок, иголка для пришивания, палочки для набивания. Это если вы хотите. Я использую маркер, либо контрастную нить, как вам удобно. Пряжа основного цвета, который у вас вы хотите сделать ежика. Сегодня у меня, видите, будет темненький ежик. И плюшевая пряжа. Извините, у меня моток размотался немножко. Вот у меня будет вот такая серая пряжа, 100 грамм, 120 метров. Немножко понадобится черной пряжи для вышивания бровок. И либо розовая, либо красная для того, чтобы вышить ротик. У этого ежика бровки и имитацию ресничек я вышивала коричневым цветом. Но так как у меня сегодня будет темный ежик, я беру нить черного цвета. Понадобятся глазки на безопасном креплении. Здесь я использовала глазки 12 миллиметров. И у этого ежика я использовала носик такой маленький, тоже на безопасном креплении. Но носик не обязательно, носик можно вышить. Он и по схеме идет, вышивается. Но я решила вот поставить такой носик. Сегодня не знаю, какой носик буду использовать. Либо оставлю вышивать, либо также на безопасном креплении. Потому что не знаю, какого размера получится игрушка. Но думаю, что меньше. Итак, начинаем с вами вязать. Начнем мы сегодня с основной, это с тела ежика. Все ряды я показывать не буду. Схема игрушки очень простая, то есть прибавки-убавки, ничего сложного здесь нет. То есть я вам все объясню, конечно же. И думаю, что у вас все получится. Для тех, кто не знает, я, конечно же, расскажу, как вязать вот такие петельки. И думаю, что получится у вас тоже такой симпатичный ежик. Итак, берем нить основного цвета, которую мы используем для мордочки. В кольцо амигуруми, либо в начальную петлю. Я вяжу всегда в петлю, поэтому я сделала петельку и набираю 2 воздушные петли. И теперь в петлю, либо в кольцо амигуруми мы набираем 4 столбика без накида. Это, конечно, не плюшевая пряжа, и здесь будет не так все видно. И крючок маленький, поэтому я всегда, если честно, восхищалась мастерицами, которые вяжут очень маленькими крючками и очень маленькие игрушки. Потому что я считаю, что это непросто. Итак, провязали 4 столбика.
И второй ряд мы с вами провязываем столбик прибавка 2 раза. Так, столбик. Прибавка. Я вяжу медленно здесь, потому что очень мелко. Столбик и прибавка. В итоге у нас с вами в этом ряду получается 6 столбиков без накида. И следующий ряд провяжите без изменения, то есть третий ряд мы провязываем 6 столбиков без накида. Провязали третий ряд 6 столбиков. И дальше четвертый ряд мы провязываем столбик прибавка 3 раза. И в конце ряда у нас с вами получается 9 столбиков без накида. Столбик. Очень тут самое главное не перепутать. Маленькая деталька. Прибавка. Провяжите так еще 2 раза. Следующий ряд мы провязываем 2 столбика прибавка 3 раза. Первый столбик, второй и прибавка. Провяжите так еще 2 раза. В конце ряда у вас должно получиться 12 столбиков без накида. Следующий ряд, шестой, мы провязываем снова 1 столбик прибавка, но уже 6 раз. Столбик. И в конце ряда у вас должно получиться 18 столбиков без накида. Прибавка. Провяжите так еще 5 раз. Следующий ряд 2 столбика прибавка 6 раз. Первый столбик. Это мы с вами вывязывали носик маленький. Вот он получается вот такой, поэтому здесь у меня не получится поставить такой носик, как у того ежика, значит придется вышивать. Второй столбик и прибавка. Первый столбик, второй и прибавка. Провяжите так еще 4 раза, и в конце ряда у вас должно получиться 24 столбика без накида. Следующий ряд мы провязываем 3 столбика прибавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий, прибавка. Провяжите так еще 5 раз. Провязали, у вас должно получиться 30 столбиков без накида. Далее мы провязываем 4 столбика прибавка 6 раз.
Но я для того, чтобы не получались вот такие углы, хоть их потом и не будет видно, но я буду делить в рядах, где прибавка идет после четного количества петель, я петли буду делить пополам. То есть я сейчас провязываю 2 столбика. Первый. Второй. И делаю прибавку. А дальше я уже буду вязать 4 столбика, прибавка 5 раз получается. Второй, третий, четвертый и прибавка. Провязать так еще нужно 4 раза. И в конце ряда у вас останется 2 столбика. Их тоже просто провязать. Если вы не хотите путаться, то провязывайте 4 столбика, прибавка 6 раз. Провязали в этом ряду, у вас должно было получиться 36 столбиков без накида. Дальше мы провязываем 5 столбиков, прибавка 6 раз. Итак, дальше у нас по порядку пойдут все прибавки. Я не буду показывать каждый ряд. Значит, этот ряд мы провязываем 5 столбиков, прибавка 6 раз. И дальше последующие ряды мы вяжем 6 столбиков, прибавка 6 раз, 7 столбиков, прибавка 6 раз, 8 столбиков, прибавка 6 раз и так далее, пока у нас не выйдет 13 столбиков, прибавка 6 раз. Вот 13 столбиков прибавка, это будет у нас с вами ряд, после которого мы с вами встретимся. В этом ряду, где вы будете провязывать 13 столбиков, прибавка 6 раз, у вас должно получиться 90 столбиков без накида. Итак, провяжите все эти ряды самостоятельно. Повторю еще раз, прибавки идут по порядку. То есть 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 столбиков прибавка. То есть нигде не пропускаем. По порядку в каждом ряду делаем прибавку после петель, которая увеличивается на 1. Надеюсь, я вас не запутала и вы все поняли. Все, провязала я последний ряд, 13 столбиков прибавка. Вот такая деталь у нас получается. Сейчас немножко края загибаются, потому что тугая вязка, но это не страшно. Так, дальше по схеме автор предлагает увеличить крючок наполовину. То есть следующий ряд мы с вами будем вязать без изменений 90 столбиков. Я пробовала, когда вязала вот этого ежика, то я меняла крючок на больший. Объясню, для чего это было сделано автором. Такое небольшое отступление. Для того, что следующий ряд должен пойти плюшевой нитью. И чтобы послабже были петельки, автор предлагает вязать более большим крючком. Я вам скажу способ, какой предлагает автор, и скажу, как я делала вот первого ежика. Я буду делать так же, как делала первого. Значит, автор предлагает провязать здесь большим крючком 90 столбиков и следующий ряд через одну петлю вязать плюшевой нитью уже колючки. Я же сейчас провяжу 90 столбиков этим же крючком номер 2. И следующий ряд уже покажу, что я буду делать. Провязала я 90 столбиков, и следующий ряд я буду делать убавки 45 штук. 45 убавок. И убавки я буду делать не как обычно, когда вяжем игрушки, мы делаем убавки за переднюю стенку петли, а буду делать за всю петлю. Сейчас покажу и объясню для чего. Протягиваю в первую петлю столбик,
ниточку во вторую петлю ниточку, и все 3 петли я провязываю. И также делаю далее. В первую петлю вытягиваю нить, во вторую, и то есть убавка идет за обе стенки петли. И так до конца ряда я буду провязывать таким способом убавки. Видите, когда мы делаем такие убавки, у нас остаются отверстия. Сейчас попробую поближе. Вот так. Вот. Остаются отверстия. И как раз вот в эти отверстия нам будет удобно с вами провязывать плюшевую ниточку. То есть она не будет, если нитка крошится, то здесь ей будет место, и она не должна у нас с вами крошиться. То есть вы выбираете, либо вы подождете, пока я буду показывать, как провязывать плюшевой нитью, и будете вязать через одну петельку этот ряд, либо делаете вот так же, как я, провязываете 45 убавок. За обе стенки петли делаем убавки. Так что выбирайте, у вас есть выбор. Но мне вот так понравилось больше. Я пробовала вязать так, как по схеме. Если честно, так как вяжешь через одну петлю, то деталь должна сужаться. Но в том-то и дело, что нитка плюшевая мягкая, и деталь так не сужалась. Поэтому я сделала вот такой выбор. И вязала вот таким способом. Вот видите, я провязала несколько убавочек, и уже деталь начала закругляться. Когда я вязала плюшевой ниткой, то она так не закруглялась. Так что выбирайте. Я провяжу вот сейчас этот ряд до конца, и тогда мы с вами встретимся. Вот я провязала 45 убавок. Вот так сейчас выглядит деталь. С обоих сторон вам покажу. Все, эта ниточка нам пока с вами не понадобится, поэтому мы провязываем соединительный столбик. Ниточку протягиваю через петельку. Длинную ее оставлять не нужно. И затягиваю. Все. Вот такая деталь у нас с вами получилась. Дальше. Прежде чем начать вязать дальше, мы с вами поставим глазки. Так, у этого ежика я расположила глазки. Если вот считать от носика, 1, 2, 3, 4, между 4 и 5 рядом. Между глазками у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. Это уже между вставленными глазками. Давайте попробуем, как будет на этом. Видите, насколько меньше получается деталь. Ежик будет помельче, потому что другая пряжа и номер крючка. Итак, глазки я тоже взяла ему чуть-чуть помельче. Отсчитываю 1, 2, 3, 4 и вставляю один глазик. Здесь совершенно не важно, где вы поставите первый глаз. Уже от первого глаза будем ориентироваться. Ну вот здесь, может быть, и близко к носу, но думаю, что оставлю так. 1, 2, 3, 4 или повыше. А если давайте попробуем повыше. На один рядок сдвинем. Тяжело вынимается. Так, вот здесь у меня стояло, если я поставлю на рядок повыше. Да, наверное, так будет получше. Получается, что вот этот ежик мелкий, и я у него поставила глазик 1, 2, 3, 4, 5 между 5 и 6 рядом от носа.
Так, теперь нужно поставить второй глазик. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 это если между глаз и плюс сам глаз. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Вот здесь где-то. Интересно получается. Ну, оставлю так. Будет глазастый ежик. Можно поставить глаза пошире. Кто хочет, немножечко сдвиньте на столбик. 1, 2, 3, 4, 5 у меня, видите, получилось 5. Нет, передвину. Всегда угадать с глазками. Если это не указано, как их ставить, то непросто. Сдвигаю на один столбик в бок, чтобы все-таки было 6 столбиков между глазок. Ну, оставляю я так. Все. Закрепляю глазки. Закрепили глазки. И будем продолжать с вами вязать. Теперь мы берем плюшевую нить. То есть нить того цвета, какие, чтобы вы хотите, были у вас иголочки. И будем провязывать иголочки. Иголочки я уже буду вязать крючочком номер 3. Так, начну я здесь вот, где у меня соединительный столбик. И деталь мы разворачиваем к себе изнанкой. Объясняю для чего. Чтобы иголочки у нас как бы смотрели, хоть они и смотрят вверх. Видите, такой кудряш. Но вот первый ряд, видите, чтобы он вот ложился сюда вперед. Поэтому мы будем с вами вязать с изнанки. То есть можно вывернуть деталь. Итак, вставляю крючок, где был соединительный столбик. Сначала я закреплю нить. То есть я вывела сюда петельку и сделаю еще одну петельку. Чуть-чуть подтяну. Это у нас как бы будет, что мы присоединили нить. Эти ниточки сюда заводим вовнутрь и постараемся их вязать. Итак, как мы вяжем дальше? Может, кто-то знаком, но для тех, кто не знаком, показываю. Дальше мы будем ввязывать иголочки. То есть мы средний палец вот так на ниточку и прижимаем ниточку вот сюда. И держим этим пальцем эту ниточку. Дальше мы заводим крючок в следующую петлю. Захватываем нить. И провязываем столбик без накида. И видите, вот здесь у нас с вами остается петелька. Вот это и будут наши с вами иголочки. И так весь ряд провязываем. Еще раз покажу. Ниточки я забыла. Сейчас вот должна захватить в следующем ряду, со следующей петелькой. Итак, кладем средний палец на ниточку, прижимаем ее. Длину иголочек вы также регулируете сами. Если вы хотите побольше иголочки, то значит вот здесь оставляете петлю побольше, пальчик чуть пониже прижимаете ниточку.
Я делала иголочки примерно на размер своего пальца. То есть я вот зажала ниточку, и мой палец как раз находится наравне с концом нашего вязания, с последним рядом нашего вязания. Итак, держу ниточку. Так, сейчас это вот я сюда сделаю, чтобы ввязать. В следующую петельку вставляем крючок, вынимаем петельку и провязываем столбик без накида. Все, отпускаем петельку. Следующую то же самое. Ниточку прижали и провязали. Ниточку прижали, крючок в петлю, захватили нить и провязали столбик. Сейчас вот вяжу ниточки, и тогда уже еще раз покажу вам, чтобы ничего не мешало. Но я думаю, что ничего сложного. Итак, эти ниточки я ввязала. Итак, вот у нас петелька следующая. Средним пальцем зажимаем ниточку к изделию и захватываем, провязываем столбик без накида. И вот так у нас, видите, получается. Очень интересные иголочки. Итак, еще разок на всякий случай покажу, и потом самостоятельно будете вязать. Итак, ниточку прижали, крючок в петлю, вытащили сюда петлю, провязали столбик без накида. Видите, у меня на пальчике, и все. Пальчик убираем. Зажали ниточку, крючок в петлю, захватываем нить, провязываем столбик без накида. Все. Довяжите так этот ряд до конца. Ну вот, я провязала этот ряд. Видите? Вот так сейчас выглядит наш будущий ежик. И вот его, как он выглядит с задней стороны. То есть дальше таким способом вам нужно провязать еще 6 рядов. 6 рядов по 45 столбиков. Именно вот таким способом. Теперь мы уже вяжем. Так, сейчас никак. Вот. Будет полегче. За этот ряд в каждую петельку также провязываем. Итак, 6 рядов по 45 столбиков. Не забывайте, ниточку зажали и потом только провязываем столбик. Зажали ниточку и провязываем столбик. Наверное, ушла от камеры, не заметила. Зажали ниточку. Так. И провязали столбик. Ниточку, провязали столбик. Сейчас вам покажу. Вот, видите, второй ряд пошел. Вот так это уже выглядит. Так как ежик поменьше, видите, иголочки у меня здесь смотрятся подлиннее, чем на том ежике. Итак, вот. Итак, вяжем 6 рядов таким способом. Провязала я 7 рядов по 45 столбиков. Вот что получилось. Давайте покажу вам с лицевой стороны. Вот такой интересный получается уже ежик. Вот так это выглядит. Очень приятно на ощупь. Прям приятно трогать.
Так, выворачиваем обратно и провязываем следующий ряд. Все, мы начинаем с вами делать убавки. Следующий ряд мы провязываем 13 столбиков убавка 3 раза. Так, первый столбик я ставлю маркер. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый и 13. И сейчас мы будем делать с вами убавку. Точно так же мы зажимаем ниточку средним пальцем. И так же, как и обычно, делаем убавку за передние стенки петли. Захватываем здесь стенку, у следующей петли стенку, протягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Сделали убавку. То есть все то же самое, единственное, что не забываем зажимать ниточку. Провяжите так еще 2 раза, 13 столбиков убавка. Следующий ряд мы провязываем 5 столбиков убавка 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и убавка. Что еще хотела сказать про убавку? Сильно не тянем за стенки петли, потому что можем вытянуть петельки, которые мы с вами делаем. Поэтому аккуратненько, сильно не тяните при убавке. Так, еще разочек. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и убавка. Все то же самое, зажали ниточку и обычная убавочка. Убавка. Провяжите так еще 3 раза. Провязали этот ряд, и, по-моему, я оговорилась, я сказала, провяжите еще 3 раза, 4 раза, конечно же. То есть надо было 5 столбиков убавка 6 раз в ряду. Возможно, по-моему, я оговорилась. Итак, следующий ряд мы провязываем 4 столбика убавка 6 раз. Первый столбик, не забываем ниточку, второй, третий, четвертый и делаем убавку. Провяжите так еще 5 раз. И следующий ряд провяжите самостоятельно 3 столбика убавка 6 раз. Итак, довязываем этот ряд 4 столбика убавка еще 5 раз. И следующий ряд провязываем 3 столбика убавка 6 раз.
Провязали ряд 3 столбика убавка. Если смотреть с изнанки, вот что у нас получается. Теперь мы с вами выворачиваем детали. Вот уже какой он получается. Мне просто нравится, какие они мягенькие. Итак, начинаем теперь наполнять потихонечку. Добавляем наполнитель. Не обязательно сейчас сразу прям набивать сильно. Еще после 2 рядов можно уже тогда будет набивать очень плотно. Сейчас придаем форму. Так, наверное, все. Добавлю еще потом, потому что все равно сейчас он будет нам мешать. Все, добавили. Ищем нашу петельку. Так. Вот она. И продолжаем вязать, только теперь уже мы вяжем с наружной стороны. Будет немножко неудобно. Делаем все то же самое. Зажимаем ниточку. И провязываем. Здесь мы с вами в этом ряду провязываем 2 столбика убавка 6 раз. Так, маркер я поставлю обязательно. Так, вот 2 столбика я провязала. И теперь нужно провязать. Видите, наполнитель мешает. Ну ничего. И так, нитку провязываем убавку. Сложнее уже будет здесь немножко вязать. Так, 2 столбика убавка 6 раз. Не забываем, самое главное, не важно, что это чуть медленнее. Важно, самое главное, не забывать делать иголочки. Второй столбик. И совсем неудобно, видите? И убавка. Провяжите так еще 4 раза. Провязали этот ряд, соответственно, следующий ряд у нас идет 1 столбик, убавка 6 раз. Здесь уже не очень удобно, потому что отверстие сужается, поэтому я предлагаю убавки делать за обе стенки петли. Провязали вот столбик, и сейчас у нас с вами убавка. Ниточку зажали, и точно так же, как мы делали убавки, когда вязали другой ниточкой. Мне кажется, здесь будет удобнее так. Столбик и убавку, то есть за обе стенки ниточку для иголочки
зажали, крючок за петельку, вытянули ниточку, крючок во вторую петельку, вытянули ниточку и 3 петли провязываем вместе. Провяжите так еще 4 раза. Провязали столбик убавка. Сейчас нам нужно донаполнить игрушку. То есть набивайте игрушку так, чтобы она приняла шарообразную форму, чтобы наполнитель попал везде. И тогда уже будем довязывать. Так, чтобы не отнимать ваше время, я набью и вернусь. Вот я донабила, но я еще буду добавлять сейчас. Перед тем, как уже окончательно закрыть игрушку, я потом еще добавлю наполнитель. Ну и мы с вами провязываем сейчас. Так, потеряла, вот. И мы с вами сейчас провязываем 6 убавок. Провязываю, я буду провязывать точно так же. То есть первую петлю ниточку вытяну и во вторую петлю ниточку вытяну и провяжу убавку. Первая, на всякий случай все равно поставлю. Так, ниточку зажали и через вторую и 3 петельки провяжу. Довяжите еще 4 убавки. Провязала я 6 убавок, добавила наполнителя немножечко, сделала соединительный столбик и ниточку обрезала. Отверстие у нас с вами еще все равно здесь осталось, поэтому мы сейчас будем его затягивать. Продеваем ниточку. Через петельки. Оп. И потихонечку затягиваем, проверяем. Все. Отверстие затянулось, видите? Теперь нужно ниточку закрепить. Продену ее вот так через петельки, сделаю петлю, в петлю продену ниточку и затяну. И вот здесь после затяжки все равно у нас с вами остается как бы, как правильно это сказать, пустое место, скажем так, да. Теперь в хаотичном порядке сделайте пару-тройку петель. То есть смотрите как, захватываете. Так, вот этот столбик не захватишь, сразу петелька вытягивается. Значит, ищем, где надежный столбик. Вот, нашли. Вытягиваем ниточку, протягиваем, провязываем как бы столбик без накида, но ниточку мы вытягиваем подлиннее. Значит, еще раз показываю, сейчас найду. Вот здесь сделаю. Вытянули петлю, провязали столбик без накида, но ниточку вытянули подлиннее и оставляем ее. Все, видите, и получаются вот тоже такие петельки. Итак, смотрите, вот где у вас еще есть. Вот здесь можно мне сделать. Вот сейчас сделаю здесь. Вытягиваю петельку, провязываю
столбик без накида и петельку оставляю подлинней. И вот так, где нашли местечко, где вы считаете, что не хватает, это где мы закрывали отверстие. Вот таким способом провяжите петельки. Все, вот я заделала. Но все равно хочу вас предупредить. Когда вы делаете убавки за полную петлю, то лучше проверяйте. Если у вас получаются просветы, то лучше помучиться и сделать убавки за переднюю стенку петли. Так что посматривайте. Вот такой у нас уже ежик. Основная деталь связалась. Можно ее помять, придать ему, допустим, вот такую вытянутую форму. Можно круглую. Кому как захочется. Ну вот, основная часть готова, поэтому вы пока вяжите основную эту деталь. А я как раз подготовлю для вас вторую часть с ручками, с ножками, с ушками. И все это мы с вами оформим. Итак, всем ровных петелек. Спасибо всем, кто вязал вместе со мной. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить продолжение. Всем пока-пока.